вами лекарь Кровинка. Вы часто спрашиваете, как помочь сосудам, если давление скачет, а в голове туман. И сегодня я поделюсь проверенным народным рецептом. Попробуйте начинать свое утро не с кофе, а вот с этого рубинового напитка. Моя бабушка называла его просто заквас. Ну а современные диетологи дали ему более сложное название – ферментированный свекольный квас, который по праву считается одним из лучших натуральных средств для мягкого очищения сосудов, поддержки иммунитета и улучшения работы печени. Те, кто пьет его регулярно, говорят, что они забыли о том, где лежит тонометр, а сосуды стали чистыми. Я очень рада, что вот этот забытый бабушкин рецепт сегодня снова становится популярным и востребованным. Я подробно расскажу, как его приготовить, а в самом конце дам схему приема. Обязательно дождитесь, это очень важно, потому что неправильный прием закваса уменьшает его пользу для здоровья. Для ферментированного кваса потребуются самые обычные доступные продукты, и все они как раз сейчас лежат передо мной на столе. Основной продукт – это, конечно же, сырая свекла. На 3-литровую банку берем 800 грамм. Это примерно 2-3 средних клубня. Моем, очищаем, измельчаем. Но ни в коем случае не натираем на терке, иначе наш квас превратится в кисель. Только резать, причем не мелким, а средним кубиком. Пересыпаю в банку. Она должна быть заполнена примерно на 1/3. Засыпать больше я не советую. В этом случае напиток может получиться слишком интенсивным и даже с небольшой горчинкой. Теперь нам нужна питьевая вода. Хорошего качества, желательно из артезианских скважин. Можно и из колонки, но ни в коем случае не из водопровода. Воды должно быть около 2 литров. Определяйте количество на глазок. Она должна примерно на 5-7 сантиметров не доходить до горловины, чтобы квас мог свободно бродить. Сахар в ферментированный квас не добавляется. Он будет бродить за счет природных фруктовых сахаров, которыми очень богата свекла. И бродить он будет в рассоле, который мы сейчас приготовим. Добавляем в воду соль. Не морскую, не йодированную, без каких-либо добавок. Самую обычную каменную соль. Примерно 1-1,5 столовых ложки. И еще 2 компонента. Это небольшая корочка ржаного хлеба и несколько долек чеснока. Рассол готов, хорошенечко его перемешиваем. Горловину банки обвязываем хлопчатобумажной тканью либо марлей и ставим наш квас в темное место. Поищите такое у себя в доме. А чтобы продукты брожения не выплескивались на пол, поставьте банку на поддон. Брожение начнется через сутки. Ежедневно перемешивайте квас. А если на поверхности появляется пена, снимайте ее. Главное отличие между обычным квасом и ферментированным состоит в том, что ферментация в разы усиливает абсолютно все полезные свойства свеклы. А самое главное то, что именно в процессе ферментации вырабатывается природный оксид азота, который мигом расслабляет стенки сосудов, снимает спазмы и улучшает кровоток по всему организму. Как понять, что ваш ферментированный свекольный квас уже готов?
Вот основные признаки. Жидкость банки становится темно-бордовой и прозрачной. Пузырьки на поверхности исчезают, а вкус приобретает выраженную кислоту с земляным ароматом свеклы. Если все эти признаки присутствуют, квас можно процеживать. Для этого используйте марлю либо фильтр. Не торопитесь его пить сразу же после процеживания. Заквас считается наиболее вкусным, если он сначала побродил, а затем постоял еще немного в холодном месте. Например, на нижней полке холодильника. В этом случае ферментация продолжается, и вкус с каждым днем улучшается. Самый вкусный квас получается по этому рецепту, когда он постоит в холодильнике не меньше 2 недель. Становится не только вкуснее, но и полезнее. К этому времени в рассол переходят молочно-кислые бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника, а также калий, магний, железо и витамин В9, которым очень богата свекла. А теперь очень важный момент, и это схема приема. Начинайте с очень малых доз, например, с 50 мл. И постепенно увеличивайте объем сначала до 100, затем до 150 и максимум до 200 мл в день. При этом ориентируйтесь на реакцию своего организма, насколько вам нравится вот этот напиток, насколько хорошо он на вас влияет. И только если все в порядке и вы видите реальную пользу, то понемногу увеличивайте дозу. Для запуска пищеварения и оттока желчи выпивайте эту порцию за 20-30 минут до основного приема пищи. Лучше всего перед завтраком. Я именно так и делаю. И пью вот этот чудесный заквас вместо кофе. Но если с утра вам не хочется его пить, значит делайте это перед обедом либо перед ужином. Заквас нужно пить слегка охлажденным, чуть-чуть ниже комнатной температуры. Очень многие добавляют квас в окрошку. И я тоже так делаю. Это очень вкусно и полезно. Но даже у такого полезного напитка есть противопоказания. Из-за высокого содержания фруктовых кислот его не рекомендуется пить при обострениях гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, а также мочекаменной болезни и подагре. Ну а вы готовили когда-нибудь ферментированный свекольный квас? Если да, то поделитесь своими впечатлениями. Если информация была для вас полезна, не забывайте поддерживать мой канал лайками, хорошими комментариями и, конечно, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Это поможет продвижению моего ролика. Всем здоровья и удачи, ваша Травинка!